Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня очередной хобби-влог. Показать, что сегодня раскрашиваю. Ну и поболтать немножко, показать пару небольших покупочек. В общем, все в таком режиме. Раскрашиваю сегодня сразу несколько иллюстраций в Ханни Карсон, как вы поняли, не только в этой. Ну, в общем, как всегда, сразу в нескольких. Сделала фон. Не очень удачно, у меня заканчивается вот, тушь. И я смотрю, как-то не особо удачно она легла. В этот раз здесь у меня было, как вы помните, краской испачкана. И поэтому я старалась перекрыть вот этот вот медальон. Также я начала вот этот разворот. Кто помнит, Ира красила вот эту вот иллюстрацию. По-моему, эту красила. Ну, в общем, догоняю ее. Мы догоняем и договариваемся как бы по порядку идти так внегласно. Но что-то мне не срослось, не получилось раскрасить, поэтому я начала отставать. Поэтому, как вы уже понимаете, я решила сразу разворотом сделать, догоняю ее. Почему разворотом? Но он здесь все-таки это разворот. Я смотрю даже по вот линиям. Это один разворот, и мне не хочется потом сидеть вспоминать, как что здесь использовалось и так далее. Ну и в целом, почему нет, решила раскрасить разворот. Это не бледноватый, я смотрю. Но дело в том, что это только тень, ну, цветовые пятна я обозначила, где что у меня, поэтому не пугайтесь. Ну, как-то так. Плюс пробовала карандаши. Я крашу преимущественно новыми Faber-Castell. Вот эти Black Edition этими карандашиками. Ну и попутно у Иры уже, собственно говоря, много что раскрашено. Попутно, ну не то чтобы тороплюсь, попутно крашу вот эту вот мышку. На этой страничке тоже, видите, тоже я пытаюсь раскрасить фон. Здесь пробовала по мастер-классу, делала акварельный. Не очень он, конечно, у меня получился. Это даже скорее там был не столько мастер-класс, сколько девочка рисовала. Рисовала птичку, у нее на фоне вот был вот такого формата фон, только, ну, рыжий, желтый. И я подумала, что, наверное, здесь вот что-то подобное будет интересно. Не знаю, насколько уже воплотилась в реальная задумка. Ну, у девочки, когда она рисовала, это все было ровно и пусто. У меня здесь, как вы понимаете, все заполнено в основном, и было сложновато. Ну, ничего страшного. Единственное, я смотрю, пропустила здесь вот между лапками, надо заполнить акварелькой. Здесь вот пропустила сейчас. Нужно будет закрасить акварелью. Ну, или позже, но не забыть. И здесь у меня получился фиолетовый. Как-то не очень мне это нравится. Хотя, в принципе, почему нет? Конечно, бумага как-то странно здесь отреагировала именно на такой фон. Ничего необычного. И в других иллюстрациях я больше издевалась над бумагой. Но здесь вот ничего не произошло. Все хорошо. Наверное, за исключением вот чуть-чуть. Здесь намудрила. Но это не страшно. Это исправить вообще легко. Это вообще не проблема. В общем, не знаю. Посмотрим. Пока что мне нравится. В любом случае, необычно, непривычно. Пускай будет. Вообще, я с акварелью здесь как бы... У меня вот, видите, беда какая-то. Почему-то он здесь вот отходит корешок. Я уже пыталась приклеивать. Он начал отходить. Но в целом не проблема. По-моему, даже не отходить. Они, наверное, мне такое чувство, что лишнее приклеивали. Но за счет того, что отходить начало, теперь вот границу четко видно. Вроде как по порядку шла, и здесь вот все акварелью было сделано.
Никаких проблем здесь. Вот поска. Я издевалась над бумагой, как только можно было. Вот с этим фоном, вот с этим. Тут вообще прям у меня вода стояла, я боялась дотрагиваться до странички. И как бы без проблем. Почему здесь так бумага себя повела, непонятно. Ну ладно, здесь еще, скажем так, не все раскрашено, поэтому не страшно. Тут тоже вот я боялась, думала, все. Но, по счастью, ничего страшного. Чуть-чуть затекло, но это с краев я, видимо, неаккуратно оно подтекло. Не страшно, тоже в планах закончить вот эту вот иллюстрацию, потому что, ну, не закончить, а раскрасить, потому что, ну, дабы как-то прилично это все выглядело. Посмотрим. В общем, здесь я раскрашиваю, как я уже сказала, Faber-Castell новыми. Мне понравились эти карандашики, в меру мягкие, в меру такие, знаете, не скажу, что они прям вот как заявлено супер-супер экстра мягкие, но и не скажу, что они жесткие. Вот какая-то середина в них золотая, что меня, конечно, ну, меня устраивает. Мне нравится, меня устраивает в целом все, поэтому не проблема. Достаточно они мягкие. Конечно, может, кто-то думает, я где-то видела, писала девочка, что там сродни призмы. Нет, до призмы ему очень далеко. Именно этим карандашам. Ну вот, мягкие. Хорошо пигментированные. Мне нравится. Многие наоборот начали утверждать, что да, они совсем не мягкие. Нет, они достаточно мягкие. Я вот сейчас даже крашу. Знаете, мне даже непривычно. Я привыкла к более сухим, к более жестким карандашикам. И мне, например, не совсем привычна вот эта вот ихняя мягкость. Ну, это уже, опять же, дело каждого. Кому как нравится, кому что нравится. Поэтому тут уже решать вам. Поэтому присматривайтесь. Мне часто спрашивали, очень много писали, дерево это или нет. Я не совсем поняла, дерево это нет. Вот стучишь, да, слышно, что дерево. Запах от них прям, ну, деревяшкой. Не такой прям ярко выраженный, как от обычных карандашей, но все же. А сейчас они у меня еще уже несколько дней на столе лежат, поэтому да. Но в то же время я не могу на 100% сказать, что это дерево. Ну, камера не передаст, вот видите. То есть я вообще не понимаю, такое чувство, что дерево с чем-то смешано. Ну вот, если вам слышно, они даже стучат, как деревяшка, вроде как. Поэтому, девочки, не знаю, не могу. Заявлено на упаковке, что дерево. Черное дерево. Но опять же, непонятно. Решать уже вам. Для меня все хорошо. Цвет, нанесение. Мне нравится, как они ложатся. Нравится, как смешиваются. В принципе, достаточно прилично. В отличие от многих карандашей, вот именно школьных. Надо же не забывать, что это школьные карандаши все-таки для школьников. Цвета я не помню, говорила, нет. Именно оттенки выбирали учителя. Да, подбирали учителя деткам именно цветовую палитру, какая она будет. Видимо, Faber-Castell предлагалось, как бы предлагал учителям выбрать, или как, я не знаю, может быть, интересовались, может, предлагали им выбрать. Но, в общем, заявлено, что когда рассказывалось об этих карандашах, ну, именно Faber-Castell, да, что их вот эти цвета, все оттенки выбирали учителя. Я уж не знаю, какие именно, Европа или Америка, или кто их выбирал. Какие именно учителя, не оговаривается, поэтому не могу сказать точно. Ну вот. Но я хочу сказать, удачный выбор, очень удачный. Единственное, что по зеленым
есть пару вопросов. Именно в том плане, что, ну, мне, как по мне, так мне кажется, что зеленые как-то немного, ну, не то чтобы неправильно подобраны, скорее, наверное, пару вопросов к зеленым именно как, наверное, уже к производителям, потому что какие-то, знаете, ну, все-таки странные. Я не пойму эти цвета именно в нанесении. Вот они вроде бы так, где у меня светлый, где темный, они очень близки. Так вроде смотришь, сначала глянешь, вроде одинаковые, потом смотришь, разные. Они зеленые какие-то, знаете, как похожие, что ли, очень похожие друг к другу. Ну, в общем, я не скажу, что здесь совсем прям удачная палитра именно по зеленым. По крайней мере, два карандаша прям вызывают какие-то такие, ну, я бы не сказала, прям уж громко не буду говорить, что прям уж негативные такие чувства, но и не скажу, что я прям в восторге от этих оттенков. То есть как-то пару оттенков идеально, а пару каких-то то ли они одинаковые прям совсем, то ли я вот не могу их понять никак, знаете. Мне не хватает все время зеленого. Ну и надо понимать, что здесь, да, опять же, в силу того, что это детские карандашки, их здесь очень, ну, всего лишь 36. Я так понимаю, больше нет. Ну, по крайней мере, у нас представлено 36, 24, 12, по-моему, всего лишь оттенков. Я сначала хотела купить 24. Муж настоял, отбери уже 36. Поэтому я сейчас рада, что муж настоял. Потому что, ну, даже 36 уже порой не хватает. Иногда, знаете, справляешься и меньшим количеством. Вот у меня на столе стоят, там, наверное, штук 5 карандашей. Такие, как запасные. Но мне я когда брала поштучно, оставалось в Faber-Castell, да, полихромисы. И я ими, бывает, обхожусь прям вот, если что-то не замудренное, такое незначительное крашу, то я даже ими могу обойтись, плюс-минус пару карандашей там или лира, или еще каких-то взять тут же на столе, дабы не вставать, потому что коробки карандашей все огромные, особенно полихромуса. Пенал, все знают, он огромный, и я ими могу обойтись запросто. Ну, конечно, может кто-то скажет, поэтому у тебя тут и не шедевры, ну, понятное дело. Вот. Но вот именно в этом наборе почему-то мне зеленых не хватает. Не знаю. Может быть, уже привыкли, что у нас их очень много. Может быть, из-за этого кажется, что их мало. Ну, в общем, не знаю, я пока не могу сказать. Пока еще очень мало крашу. Может быть, действительно, я просто уже привыкла, что у меня их всех цветов, всех калибров этих карандашиков. И, может быть, на фоне этого мне кажется, что мало. А в целом, может быть, кто-то другой возьмет и скажет, что 36 за глаза. Но вот у меня было 36 Vista Artist, а мне их, пока не появилось более большой набор карандашей, мне хватало. Это, знаете, наверное, не хватает уже, когда ты привыкаешь к хорошему, там мы быстро привыкаем. Вот, и когда ты уже привыкаешь к более хорошему, более таким большим наборам, конечно, уже меньше кажется, что вот не хватает, вот мало. А если, наверное, на постоянной основе рисовать, то вполне всего хватит. Ну, такой каламбур, да? Вот. Поэтому больших претензий к ним не предъявляю. Но в целом мне очень нравятся. Они вот просто сами по себе. Ну, то есть, если вы будете совсем на них нажимать, они будут еще ярче. Но мне, допустим, вот в каких-то моментах этого и не надо. Я пока что, как вы поняли, как я уже сказала, я пока что закрашиваю, ну, такие ставлю акценты по большей части. Мне
где мне удобно, где мне нужно. Я ставлю такие цветовые пятна, да, чтобы понимать, где у меня что. Плюс мне так проще, мне видно, где у меня там вот какой гриб, где какой лист. Ну, каждый, наверное, красит по-своему. Ну, я вот так, как муж говорит, нелогично. Я могу красить вот сейчас тут, потом резко перескочить и начать там красить. И не увижу в этом никакой проблемы. И наоборот. Ну, то есть, как бы, не знаю, насколько это правильно или неправильно. Опять же, мне кажется, в этом не может быть никакой правильности или наоборот неправильности, да. Ну, во-первых, опять же, можно вернуться к теме. Я художник, я так вижу. Вот нравится мне так, и я делаю так. Ну, а можно сослаться, опять же, каждый красит, как ему удобно, как ему комфортно. И не понимаю, я понимаю, что это не мухомор. Это обычные грибочки. Вот. Я это хорошо понимаю, но не пойму, что это. Да, скажи еще бы. Но не пойму, что это вот за точки у них. Просто чтобы не был он пустым или что. Нет. Ой. У меня камера, раскраска чуть дальше от меня. И мне не совсем удобно. Чуть-чуть много лишнего черного. Ну ладно, это мы там подправим. Вот. Исправим, подправим. Ничего страшного. Я надеюсь. То есть исправляльщик-то еще из меня пока еще тот. Очень нравится грибы красить. Не знаю, не могу сказать прям, чем конкретно мне так зашло вот именно грибочки раскрашивать. Но вот нравится. И вот видите, опять нелогично взять другой карандаш и начать где-то что-то добавлять, где-то что-то докрашивать. Вот. Ну, это опять же дело каждого, как я уже сказала, что кому-то нравится так, кому-то наоборот. Кто-то, я знаю, сидит, у меня вот подруга, она кропотливо над одной деталью будет, пока до совершенства, до ума не доведет, да, вот, ну, в ее понимании до совершенства, как вот ей будет нравиться, она не перейдет к другой детали. Вот она сейчас, вот, допустим, да, шляпа гриба, и она пока его полностью не раскрасит, не переключится никуда ни на что. То есть, видимо, каждому свое. Вот, в этом плане. Ну, мне так нравится. Не знаю, закрасить их черным. Что это вообще за... Именно вот эти точки, не затемнение, а вот это вот что... Непонятно. Пусть пока будет парочку тут черных. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Ну, а мне нравится прыгать с места на место. Как-то обезьянка, знаете, в поговорке, умная и красивая. Мне так больше нравится. Ну, по крайней мере, если это разворот. Потому что сразу в какой-то степени ты уже и видишь, где что получается. И особенно, когда это разворот. Вот, то ты уже видишь, где у тебя как, что получается, что видно, что не видно, что нравится, что не нравится. В общем, все в таком духе. Не люблю вот эти вот юбки у мухоморов, у меня с ними как-то не сложилось. Не получается вот именно складкой сделать. Уже сколько раз пробовала. Не получается.
этого выделить их. Уже столько пересмотрела у девочек всяких каких-то мастер-классов, каких-то раскрашиваний. Но это и мне как-то не удается. Не знаю почему. Вот. Ну, ничего страшного. Я думаю, это все со временем придет, с опытом. Поэтому не переживаю. Вот. Вот хочется, чтобы он был как-то повыразительнее, что ли, этот фонарик. Вроде как фонарик. Вот. Ну, еще на камеру плюс не совсем это удобно красить, как вы понимаете. Но в целом вроде как даже и неплохо. Не нравится вот этот жук. Не знаю, никак не придумаю, каким его сделать. Добавить чуть-чуть вот этой вот коричневастости, чтобы он уж совсем не был. Но тут гриб и гриб, ну, в принципе, почему нет? И гриб коричневый, и жук коричневый, да? Почему нет? Ну, бывает и такое. Вот. Так что, если вы хотели такие карандаши, то, в принципе, почему нет? Имеют место быть. Можно обязательно прикупить их. Мне не видно, неудобно. Сейчас немножко мы с вами здесь вот мне бы хотелось подзатемниться все-таки. Ну, я потом за кадром уже, как говорится, если что, где-то что-то выровняю. Пока мне не совсем это удобно. Никак не определюсь с ягодами. Я сначала схватила красный, но здесь мухоморов очень много красных. И я боюсь, что ну куда тут еще красные грибы. Ой, красные грибы, куда тут еще красные ягоды. Вот видите, все. Не знаю, может быть, как-то взять их, сделать синими. Не хочет растушевывать, берет заштриховывает. Так, ну это не проблема, блендер нам в помощь. Я заметила у некоторых карандашей, как бы ты его не положил на бумагу, так, он все равно будет некоторые вот то ли цвет, то ли что диктует правила, он будет штриховать. И как бы я не дотрагивалась до бумаги, он по большей части будет сначала чуть-чуть штриховать, а потом уже заполнять вот это вот пространство. Есть карандаш, который хоть точи, хоть не точи, он равномерно наносится именно вот такими движениями. То есть то ли это от карандаша, от оттенка зависит, то ли, не знаю, от бумаги, потому что я могу, вот видите, положить его как положено и начать наносить. Он будет штриховать, чуть приподнимать буду, но он будет равномерно более-менее наноситься. Ну, то есть иногда, знаете, когда говорят, ты неправильно держишь карандаш, поэтому у тебя так. Нет, я пробовала. И в некоторых моментах это не срабатывает правильно. Ну, может быть, действительно и совсем уж неправильно. И такое бывает. Да, почему нет? Так, я сейчас одним цветом, не знаю, может, опять же, вот как я говорю, это и не совсем правильно, но мне хочется посмотреть, что получится одним цветом сюда. Там ягодки закрасить. Не хочется еще, знаете, вот этой вот, чтобы много было
все цвета радуги здесь собирать. Хотя, почему нет? Ну, в целом, не знаю, не могу сказать, что прям с синими плохо. Не скажу, что все плохо. Можно оставить синенькими их. Вот здесь вот просто, я же говорю, если здесь я готова была их сделать красными, то здесь вот этих мухоморов очень много. И, ну, мне кажется, можно, конечно, сделать эти грибы вот более красные, ягоды более такие в бордо уходящие. Но мне как-то не хотелось. Ну, пусть будут синенькими, что-то типа голубики, да. Пусть будет. Почему нет? Вот видите, не хочет. Я пытаюсь. То ли это от бумаги зависит, то ли непонятно. Но в целом меня устраивает это ж. Я как-то не принципиально к этому отношусь. Я знаю, что многие дело принципа, да, вот так и никак больше. Я как-то спокойно, вот видите, здесь уже он хорошо ложится, и можно наслаивать и наслаивать. Вот. Не штрихует. Я спокойно к этому отношусь. Во-первых, это все-таки это по хобби для души, и сидеть нервничать, вырисовывать каждую детальку, именно вот прям психовать. Ну, не вижу смысла, какой же это будет хобби для души. Поэтому все нормально. Я без фанатизма. Такие вот они будут синенькими. Я пока все-таки, наверное, здесь обозначу их, чтобы мне и видно было. И потом буду смешивать. Ну и плюс я все-таки не знаю, еще пока не уверена, но может быть где-то темнее, где-то светлее будет, поэтому и основной цвет им закрашу, а потом все остальное. Вот кто-то, я же говорю, порадуется, скажет, неправильно. Я знаю, есть на ютубе прям такое чувство, знаете, как будто уже взяли за правило, ну, как минимум за правило, как максимум, это, наверное, уже какой-то у людей фетиш, ходить по каналам, смотреть, искать изъяны, косяки какие-то вот, да, и прям вот с огромным удовольствием и с упоением писать: ты неправильно делаешь, ты не так делаешь, ты некрасиво делаешь. Это такая глупость вообще. Ну, а вообще, как мне подруга говорила, что люди как, да, вот если человек ищет, как пчелка, да, ищет мед, пыльцу вот эту собирает для меда, то он ее и находит. А есть другие люди, вторая категория людей, которые как муха. Вот он ищет все Г. Вот он это Г и находит, и ничего больше. В работах, рисунках, роликах и так далее. Поэтому да, кто что ищет, девчонки, все-таки. Если вы ищете красоту, доброту, красоту, какой-то интерес, да, то вы его и найдете. Если вы ищете все самое худшее, ну, естественно, вы его и видите, и находите, и даже в красивом. Не обязательно это должно быть все плохо, поэтому вы нашли, а просто вам так хочется найти этот изъян, вот эту вот какашку. Вы ее и найдете, как там муха ЦЦ. Поэтому тут уж, как говорится, делай хоть так, хоть сяк, все равно результат будет один. Для каждого человека разный, поэтому я уже так спокойно к этому отношусь. Вот видите, здесь вот без проблем. А здесь вот он его почему-то заштриховал. Может, еще потому, что мне неудобно немножко, как я уже говорила, и рука неправильно. Вот так мы с вами немножко порисовали. Я, конечно, ну, мне нравится. Пока что мне нравится. Понятное дело, что это еще не, наверное, не конечный результат. Где-то что-то будет
наслаиваться. Где-то, может, блендером пройдусь. Я не очень люблю блендер, но иногда приходится, дабы лучше смешать или выровнять что-то. Поэтому я, конечно, может, еще где-то пройдусь блендером. Хотя они вот, если сильно на них посильнее нажимать, они сами, мне кажется, уже как блендер. Неплохо так работают, поэтому я думаю, этого достаточно будет. В данном случае я вообще на них не давлю. Хотя я такой ярый фанат давить на карандаши. Прям, знаете, это прям моя фишка какая-то. И фишка, и болезнь, и наказание. Ну, я не знаю, почему я в какой-то момент себе вот крашу, понимаю, что мне некомфортно. Ловлю себя на мысли, что некомфортно мне из-за того, что я прям и вцепилась в этот вот коронавирус. Вот видите, даже сейчас вот рука не расслаблена. Не знаю почему. Так получается. И я давлю прям на него. Опять расслабляю руку. Крашу. В какой-то момент понимаю, что опять я в него вцепилась. Ну, то есть, вот не знаю, почему так происходит. Ну, опять же, каждый по-своему это делает. Даже держит карандаш, красит и так далее. Не знаю. Видимо, мне так удобно. Я почему еще не люблю очень-очень легкие карандаши. Для многих это прям плюс, а я не очень их люблю, когда они невесомые фактически, вот как этот, допустим. Это единственное еще минус для меня. Я их не чувствую, вот этого веса, не чувствуешь его в руке и начинаешь прям, видимо, еще вцепляешься в него все сильнее и сильнее, дабы понимать, что он у тебя в руке. Не знаю, странно как-то, конечно. Но ничего страшного. Будем красить. Вот они такие прям поярче становятся уже ягодки. Поинтереснее. Поярче, потемнее. Понятное дело, что это еще не все. Мы еще потом с вами добавим. Там у меня собаки шумят. Точнее, один. Он безумно любит паштет. Мы покупаем, знаете, вот это в баночках в фикс-прайсе паштет печеночный. Он его безумно любит. Эти алюминиевые такие легкие формочки у них. В них этот паштет. И вот муж открывает, ему дает. Но он с удовольствием кушает его. Ну, кушают они оба с удовольствием. Но вот один старший, той, он не знаю, в чем фишка, в чем прикол. Он таскает эту тарелку за собой по всей квартире. Я уже ругала, говорю, кушай на кухне. Нет, он упорно ее будет тягать по всей сейчас квартире, греметь этой, как погремушкой. Он ее все съест и будет ее пустую носить. Так прям, знаете, берет за ободок и держит ее, таскает по всей квартире, бросает. Она вроде легкая, что-то типа алюминий, не алюминий, что это, фольга это, упаковочки. И вот он этой тарелочкой будет сейчас швырять везде, греметь, бросать ее. В общем, не знаю, вот так развлекается парень у нас. Да, вот он, когда еще воды хочет, он приносит свою эту миску. Тоже грохот стоит. Сам-то маленький, как он ее поднимает, я, конечно, не знаю. Именно я имею в виду, как он берет ее в пасть и несет. Тарелка-то гораздо больше. Вот, ну вот, видимо, так пить хочется. Или пошкодить. Потому что ну, нет такого момента, чтобы собака там часами без воды сидела. Он может ее выпить, ему там недостаточно, да, или там не доглядела, что было совсем чуть-чуть. И потом ходить требовать воды. Вот такой у нас еще товарищ проживает. Вот. Птицы сегодня на удивление молчат. Обычно они мне не дают даже слова вставить. Обычно я не могу ничего сказать, а сегодня на удивление они спят. И я, честно говоря, удивлена. Удивлена, что они отмалчиваются. Прям удивительно. Что это так вдруг мы замолчали? Непонятно. Такие вот у нас
товарищи проживают. Ну, сегодня птицы, видимо, не разговаривают. А, нет, вот заговорили. Да ладно, вот про вас рассказываю, да. А вот, видите, услышали, что за них говорим. Сейчас будут возмущаться. Вот такие вот у нас товарищи. В общем, вот такой небольшой легкий влог раскрашивательный. Не сказать, что познавательный. Так, поболтать, покрасить чуть-чуть. Я знаю, многим нравится. Вообще столкнулась в последнее время, смотрела у девочки видео на канале про это вот раскрасочное выгорание. Не знаю, не уверена, что у меня. Я вот подруге сразу говорю, пишу, говорю, слушай, может это и есть вот это вот выгорание. Потому что иногда бывает, знаете, сядешь красить. Ну вот, как я говорила, как-то обезьянка и умная, и красивая. Так я и тут хочу, и там хочу. И по факту у меня куча начатых работ, но незаконченных. То есть я могу сесть, начать красить, там, передумать, достать другое что-то. Пока сижу, крашу, смотрю, девчонки рисуют, думаю, о, я тоже такую хочу пораскрашивать, раскраску. Ну, такое даже бывает, знаете. И в итоге я к концу месяца, когда смотрю, думаю, надо же будет показать итоги. А в итогах у меня штук 20 начатых работ. А то и бывает, ну, больше навряд ли, плюс-минус там, это я так утрирую, конечно, ну, как минимум 10-15 бывает начатых. Ну, и начинаю тогда сидеть, думаю, не, уже нельзя ничего начинать, как-то это неправильно, начинаю что-то другое. Но бывает так, что правильно, неправильно, я все равно усиленно начинаю и опять бросаю. И вот, ну, могу достать, сказать, нет, надо закончить эти работы, ничего не начинать больше другого. Но в итоге опять я сажусь, 5 минут, и думаю, не хочу, я хочу другое. И такое бывает. И я думала, может быть, это и есть какое-то выгорание, потому что, ну, бывает такое, да. Ну, я бы сказала, здесь больше, наверное, все-таки, если говорить о выгорании, то это не раскраски надоели и не само раскрашивание, это скорее отношения человеческое какое-то просто мешает какой-то человеческий фактор, да, какие-то обстоятельства, какие-то отношения, отношение к тому или иному, да, занятию. Ну, в общем, мне кажется, это больше в моем случае это больше такое разочарование в некоторых людях, разочарование в поступках, разочарование в отношениях и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, поэтому происходит иногда вот этот момент, когда ты думаешь, ну вот выгораешь прям совсем. Ну, именно так, чтобы забросить раскраски, забросить красить, пока такого, слава богу, нет. Я надеюсь, и не будет. Ну, в планах у меня точно пока такого нет. Даже я бы сказала наоборот. Вот видите, я усиленно пытаюсь схватиться сразу за несколько работ с нулем. Поэтому навряд ли это прям полное такое. Скорее, это эмоционально немножко выгораешь, когда не оправдываются какие-то надежды, поступки, действия. Ну, в общем, все в таком духе. Пишите, как у вас. Ну, потому что я смотрю, многие девочки как-то притихли, стали вообще мало красить, мало показывать, снимать. И вот такое чувство, что действительно происходит у многих вот это как раз выгорание, которое мы частенько путают многие с, наверное, ну, как мне кажется, путают, наверное, здесь вот с, ну, не знаю, с каким-то таким, знаете, нет вдохновения, нет настроения. Наверное, это может быть и есть вот как раз-таки это выгорание. Я пока не совсем даже для себя определила, оно ли это или нет. Именно если говорить о раскрасках, выгорание к раскраскам, ну, к парочке у меня, может быть, и есть такие. И пару раскрасок есть, которым как-то вот перегорела, что ли, или перехотела. То есть я мечтала, я хотела, когда появилась,
Ну, не то чтобы прям мечтала, но я хотела, я была уверена, что буду красить, это точно. А по прошествию, ну, по тому, как они у меня появились, я поняла, что мне не хочется их красить. В общем, как-то так. Что-то слишком много я наболтала. Я надеюсь, этот влог кто-нибудь посмотрит, хоть кто-нибудь. Вот так у меня получается. Пока что без блендера, без ничего. Пусть будет так. Мне нравится. Достаточно красиво, если учесть, что сюда добавится еще зелень. Грибы более яркие, более темные будут. Ну, имеется в виду по цвету более яркий цвет, сочный будет. То, в принципе, мне нравится. Вот. Ну и опять же, видите, я всегда, когда я говорила, я отдаю предпочтение, если есть возможность, всегда правой стороне, левой мне как-то сложновато красить. Но ничего страшного. Купила, я хочу показать, купила гуашь, вот такую вот от Малевич. Мне она безумно понравилась. Я купила сначала лимонную, на днях вот такой вот. Единственный объем, конечно, здесь 100 миллилитров. И потом еще взяла желтую. Заявлена как светло-желтая, но она светлая. Они как-то немножко не соответствуют своим цветам. Так вроде смотришь, она теплый, прям желтый. Но он и в любом, он и так, если вот сравнивать, он очень теплый. Классная гуашь. Наносится такая, знаете, консистенция как сметана. Легко наносится, хорошо распределяется. Единственное, я попробовала нанести на грунт. В общем, отвратительно. В очередной раз я испортила работу. Что акварель, что гуашь. Даже вот гуашь не захотела на грунт ложиться. Там, где нет грунта, она идеально легла. Даже я вот наносила ее. Сейчас, наверное, быстро не найду вам показать. У меня где-то кисточка. Ее даже кисточкой-то не назовешь. Представляете, вот гуашь вот этой вот кисточкой заполнять вот эти вот все пространства. Но это нормально, да, для тоненьких. Там более большая вот такая какая-то площадь. И она идеально, вот видите, она желтая вся. Идеально ложилась ровно. Но там, где грунт, она не легла. Она расползается, она разъезжается. В общем, черт знает что. И говорю, получился фон, конечно, ужасный. Я не знаю, как теперь исправлять. Но вот буду теперь как-то думать, исправлять. Ну и купила пару еще аквамаркеров. Вот таких вот от Сонет. Я говорила, что мне тоже они нравятся. Неплохие, хорошо рисуют, не протекают. Я взяла такой вот фиолетовый и лимонный тоже. Видите, он желтый с такой зеленцой. Люблю эти маркеры, они доступные по цене. Неплохая тоже палитра. Конечно, Faber-Castell намного лучше, но эти тоже неплохие. Вот такой получился, конечно, длинноватый влог, но многим нравится сидеть, рисовать, раскрашивать на камеру, поэтому решила тоже с вами поболтать. Я уже буду заканчивать свою эту болтологию. Буду заканчивать непосредственно сам рисунок. Мне вот хотелось поглядеть, получится, не получится здесь вот это вот желтеньким. Не знаю почему. Мне хочется его тут желтеньким. Вообще, наверное, скоро лето. Все-таки скоро, ну, сначала весна, понятное дело, тут уже через неделю весна. Но скоро лето. И, видимо, уже подсознательно хочется этого лета. И вот прям я начала замечать, желтый у меня прям преобладает. Рыжий, желтый, зеленый. Их как-то больше в рисунках у меня, в раскрасках. И сейчас вот тоже, может быть, и ни туды, ни сюды, но все-таки мне хочется, чтобы здесь был именно желтый. Прям сидела, смотрела. Думаю, и закрашу, да, желтым. Пускай будет такой вот своего рода лето, тепло, солнышко. И я их закрашу. Но в целом неплохо. Серединки эти. Вот такой получился влог небольшой. Я бы сказала, даже очень большой. Но легкий влог. Поболтать. Исключительно поболтать, пораскрашивать на камеру.
Я знаю, многие, наоборот, пишут: снимайте очень длинные, мне нравится. Я тоже сижу, слушаю, раскрашиваю. Я тоже иногда смотрю такие очень длинные влоги и крашу под них, так что снимайте тоже, будет очень интересно. Пишите про выгорание, как вы к этому относитесь, что думаете по этому поводу, случается у вас это или нет. Я буду прощаться. Всем вдохновения, настроения. Скоро весна. Подписывайтесь, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и всем пока-пока.